Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я выпекаю вот такой идеально ровный, большой бисквит с добавлением воды, очень легкий на вкус, без разделения яиц будем его делать. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, здесь я беру 5 яиц среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм. Каждое яйцо, пакетик ванильного сахара 8 грамм. И порциями добавляю туда 175 грамм сахара и взбиваю так в течение 1 минуты. Когда я взбила примерно 1 минуту всю эту смесь, я добавляю туда сейчас 50 миллилитров очень горячей воды. Кипящую воду я залила перед тем, как я начала взбивать яйца. Пока я пару минут здесь взбивала яйца, вода немножко подостыла. И в таком виде я ее ввожу уже в яичную смесь. И взбивала я всю эту смесь примерно около 10 минут. Вот такая пышная яичная масса получается. Обычным, немощным ручным миксером. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Вот так должна держать форму. То есть капля от теста не должна растекаться. Сейчас я просеиваю туда 100 грамм кукурузного крахмала. Сразу говорю, картофельным крахмалом заменять нельзя. Он будет очень сильно чувствоваться во вкусе. Круговыми движениями аккуратно снизу вверх я перемешиваю. Крахмал ввожу порциями, не сразу весь. Аккуратно очень перемешиваю. Крахмал растворяется в тесте всегда гораздо быстрее, чем мука. Удобнее перемешивать вот таким венчиком. И также я туда сейчас просеиваю 150 грамм муки. Тоже порциями просеиваю. Такой бисквит очень хорошо подходит к таким легким тортам. Вкус у бисквита получается очень легкий. Он не забивает собой начинку кремовую, он очень нейтральный получается во вкусе. Ввожу туда всю муку. И также добавляю туда 5 грамм разрыхлителя. Разрыхлителя больше я брать не советую, потому что он будет чувствоваться во вкусе. И все также аккуратно перемешиваю. Обязательно в конце прохожусь силиконовой лопаткой, чтобы все со дна также поднять. И переливаю сейчас уже в форму. Форма здесь у меня выставлена на 26 сантиметров в диаметре. И выпекать буду примерно 35 минут. Это в моей духовке. Режим вверх-вниз без конвекции. Во время выпекания дверцу духовки не открываем. Прошло у меня примерно 35 минут, бисквит испекся, вот так он хорошо поднимается. Я дала ему остыть до комнатной температуры и вырезаю его сразу из формы. Очень пышный он получается, очень нежный на вкус. Как я уже сказала, он очень хорошо подходит к муссовым тортикам, к таким йогуртовым начинкам. Слегка он ужимается при выпечке, примерно 25-25,5 сантиметров он у меня получился. Убираю на 3 часа сейчас в холодильник в пищевом пакете. Прошло у меня примерно 3 часа. Нарезаю его кондитерской струной. Можно нарезать также ножом, ниткой, чем вам удобно. Я просто привыкла всегда струной нарезаю. Бисквит не подходит к таким 3D тортам. Он очень хорошо подходит к йогуртовым начинкам, сливочным. Он не подходит к тяжелым кремам. Бисквит получается бюджетным. В следующем видео будем собирать торт с этим бисквитом. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.